каждую весну в храмах появляются веточки вербы. Люди бережно держат их в руках, освещают, несут домой, ставят рядом с иконами. Но если открыть Евангелие и внимательно прочитать описание входа Христа в Иерусалим, там говорится о пальмовых ветвях. Тогда возникает естественный вопрос. Почему в православной традиции используют вербу, а не пальмовые ветви? Это замена, ошибка, или за этим стоит более глубокий смысл? Чтобы понять это, нужно вернуться к самому событию, которое в церковном календаре называется «Вход Господень в Иерусалим». В тот день жители города встречали Христа как царя, устилали дорогу одеждами и размахивали пальмовыми ветвями. В странах Средиземноморья пальма была символом торжества, победы и жизни. Она ассоциировалась с миром, радостью и почетом. Пальмовая ветвь означала признание и надежду. Но когда христианство распространилось на север, в регионы с совершенно иным климатом, возникла естественная проблема. Пальмы там не растут. Ранняя весна в северных регионах – это время, когда снег еще может лежать в тени, почва только начинает оттаивать, а большинство деревьев стоят без листьев. И именно здесь церковная традиция проявила мудрую гибкость. Смысл праздника сохранился полностью, но символ был адаптирован к природе конкретной земли. В северных странах самым первым деревом, которое просыпается после зимы, стала верба, разновидность ивы из рода саликс. Она распускается раньше других, ее серебристые мягкие почки появляются тогда, когда все вокруг еще серое и холодное. Эти котики словно говорят: «Жизнь возвращается». И именно это совпало с внутренним смыслом праздника, встречи надежды и обновления. Важно понять. Верба не заменила пальму в богословском смысле. Она стала местным выражением того же символа. В Иерусалиме пальма означала торжество жизни. В северных землях верба стала символом пробуждения. Смысл остался неизменным, изменился лишь природный язык. Если посмотреть глубже, верба удивительно точно подходит к духовной идее праздника. Это дерево гибкое и выносливое. Оно легко гнется под ветром, но редко ломается. Оно быстро укореняется и способно расти даже на бедных почвах. В народной культуре это воспринималось как образ кроткой силы, мягкости, соединенной с устойчивостью. Не случайно в старину существовали выражения о живой ветке, символизирующей продолжение жизни. Со временем вокруг вербы сложились и бытовые традиции. Освященные ветви приносили домой, ставили у икон, хранили в течение года как напоминание о празднике. Часто люди спрашивают: что делать со старой вербой? По церковной практике ее не выбрасывают в мусор. Обычно веточки аккуратно сжигают или относят в храм. Это не связано с мистикой, это вопрос уважения к святыне. Теперь посмотрим на вербу как на растение с точки зрения науки. Верба относится к семейству ивовых. Ее кора содержит салицин, природное соединение, которое стало прототипом для создания ацетилсалициловой кислоты, более известной как аспирин. Еще в древности отвар коры ивы использовали для снижения температуры и уменьшения воспаления. Современные исследования подтверждают наличие противовоспалительного и обезболивающего действия у экстрактов коры ивы. Это не означает, что освященная веточка является лекарством, но показывает, что перед нами растение с реальной биологической активностью. Интересно и другое. Верба – одно из первых растений-медоносов весной. Ее цветущие сережки дают пыльцу и нектар пчелам в то время, когда других источников почти нет. То есть с экологической точки зрения верба играет важную роль в поддержании жизни целых экосистем. Она кормит насекомых в период, когда природа только начинает оживать. Это еще один удивительный параллельный смысл. Дерево, символизирующее начало весны, буквально поддерживает жизнь вокруг себя. Есть и агрономический аспект. Верба быстро растет, хорошо укореняется из черенков и часто используется для укрепления берегов рек и склонов. Ее мощная корневая система помогает предотвращать эрозию почвы.
Таким образом, это дерево не только символическое, но и практическое. Оно укрепляет землю, удерживает ее от разрушения. И в этом можно увидеть еще одну метафору устойчивости. С психологической точки зрения верба действует на человека очень мягко. После долгой зимы люди испытывают так называемую сезонную усталость. Организм реагирует на нехватку света, витаминов, движения. Появление первых живых веточек с серебристыми почками воспринимается как сигнал перемен. Даже на уровне восприятия цвета мягкий серебристо-зеленый оттенок почек действует успокаивающе и символизирует обновление. Мы словно получаем подтверждение. Холод заканчивается. Если задуматься, верба стала мостом между текстом Евангелия и природой конкретной земли. Церковь не стала искусственно привозить пальмовые ветви в холодные регионы как обязательный элемент. Она позволила символу говорить на языке местной природы. Это показывает живость традиции и ее способность сохранять смысл, оставаясь укорененной в реальности. Именно поэтому православие использует вербу не вместо пальмы, а вместе с тем же смыслом, который стоял за пальмовыми ветвями в Иерусалиме. Это пример того, как духовная идея и природный мир могут быть в гармонии. В жарком климате – пальма. В северном – верба. Смысл один. Встреча жизни, света и надежды. Когда мы держим в руках веточку вербы, мы держим не просто символ праздника. Перед нами растение с богатой историей, с реальными научно изученными свойствами, с важной экологической ролью и глубоким культурным значением. Это дерево, которое первым пробуждается весной, кормит пчел, укрепляет почву и напоминает человеку о цикличности жизни. Если вам близок такой спокойный, глубокий и честный разговор о природе, без громких обещаний и без мистических преувеличений, тогда добро пожаловать на канал «Лесное дело». Здесь мы говорим о травах, деревьях, плодах и растениях так, чтобы было понятно, интересно и основано на реальных знаниях. Подписывайтесь, впереди еще много историй о том, как природа переплетается с культурой, историей и наукой.